России заявили об ударе возмездия по Вашингтону или Лондону. Лукашенко не доверяет своим военным, а 3 страны Европы могут быть оккупированы за 168 часов. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Новый план Шойгу. В России увидели еще одну опасность. Москва заявляет о подготовке своих войск к новым сценариям в нескольких тысячах километров от границ с Украиной. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов. На Донбассе ликвидирован российский спецназовец, который расстреливал мирных еще во времена Второй Чеченской войны. О его преступлениях писала Анна Политковская. В Москве доказывают, что Путин легитимный. Песков рассыпался в комплиментах начальнику и рассказал о вере россиян. Президент знает, что он делает это успешно. Доброе утро, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Супер спасибо» под нашим роликом. Начинаем. У Путина параноидальный страх. Он по-прежнему верит, что НАТО хочет напасть на Россию, но в планах Североатлантического альянса этого нет. Об этом заявила директор национальной разведки США Эверил Хейнс. Она также считает, что Москва не откажется от агрессивной тактики, поэтому говорить о скором завершении войны не приходится. Он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины Западом как укрепление его давнего убеждения, что Соединенные Штаты и Европа стремятся ограничить власть России. Путин увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за историю. Тем временем ВСУ и ГУР заявляют о рисках нового наступления оккупантов на северо-востоке Украины. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк называет Сумы и Харьков возможными целями россиян, однако Киев не знает, насколько эти планы серьезны и реализуемы. Военные аналитики же пока не видят особой угрозы. Буквально пару недель назад представитель Государственной пограничной службы выступал и говорил о том, что у пограничной службы Украины, что нет признаков формирования каких-то там ударных больших групп, соединений, какого-то количества людей, техники, авиации вдоль границ с Украиной. Я еще раз хочу акцентировать. Пограничная служба – это не просто про посмотреть через бинокль на 100-150 метров. Чисто, нормально, все хорошо. Пограничная служба имеет возможность заглядывать вглубь территории противника, там 40-50 километров, в зависимости от локации, то есть смотрят глубоко. Это раз. Они не видят формирования чего-то такого большого. Второе. Если бы такие формирования происходили, например, за отметкой 100 километров от границ с Украиной, то я более чем уверен, что западные аналитики, западные разведки, журналисты Осинтеры, они бы, анализируя, например, спутниковые снимки, увидели бы вот это формирование, условно, например, 1 марта, 200 палаток, Ростовская область, 1 мая, 2000 палаток, огромное количество техники. И эта информация начала бы появляться в открытом доступе, ей бы делились на условиях анонимности американские разведчики, или публикации делали, но пока таких формирований мы не наблюдаем. И еще о страхах Путина и том, как эти страхи пытается подавить Шойгу, кресло под которым зашаталось после ареста зама Тимура Иванова. В российском Минубийстве заявили, что будут наблюдать теперь не только за восточным флангом НАТО. Есть новое направление. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов. На Курильских островах в зоне ответственности Тихоокеанского флота создаются посты наблюдения. В Арктике ведется реконструкция 2 военных городков береговой системы наблюдения Северного флота. Мария Захарова недовольна тем, что Украина открыто заявляет о планах уничтожить незаконно построенный Крымский мост. Она также признала, что вооруженные силы Украины наносят удары по военным объектам на полуострове и теперь ожидает появления F-16 у Киева. «Голос» российского МИДа заявила, что Кремль готов мстить.
Я хотел бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным. И пока Захарова угрожает Западу ударом возмездия, немецкий канцлер Олаф Шольц сам шутит и сам смеется. Поводом для его стендапа стали дальнобойные ракеты «Таурус», о получении которых неоднократно просил Киев. Выступая перед жителями одного из немецких городов, Шольц рассказал, почему не передает эти ракеты. Есть оружие, которое можно поставлять только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями. Ты что, мне не доверяешь? Конечно, я доверяю, но тем не менее я бы не стал давать каждому все оружие. Напомню, дальнобойные ракеты Украине уже передали Великобритания, Франция и США. В Лондоне накануне заявили, что Киев вправе применять британское оружие по целям на территории России. Германия, в свою очередь, передавала Украине одни из самых лучших систем ПВО. Кстати, накануне в Берлине произошел масштабный пожар на заводе, где в том числе изготавливались системы противовоздушной обороны «Айрис-Ти», которые потом отправлялись в Украину. Производство компонентов для систем этих «Айрис-Ти» во время этого пожара, кстати, не пострадало. В Москве заявили, что Запад пытался вмешаться в выборы президента РФ, но при этом возмущены тем, что так называемые выборы не признают. Говорят, что это явное игнорирование базового принципа демократии. Это была цитата. Такое заявление сделал член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод. Кроме того, в Кремле, судя по всему, возмущены, что Европарламент рекомендовал странам ЕС не признавать Путина легитимным президентом. Все аргументы, которые приведены в данной резолюции, они совершенно пустые. Вот издание, вы можете просто обратить на его формат, это международные избирательные стандарты, и в данной резолюции нет ссылки ни на один пункт данных международных избирательных стандартов, которые были нарушены в ходе организации и проведения выборов в Российской Федерации, в данном случае выборов президента, прошедших 17 марта. То есть абсолютно голословные заявления. В Москве тем временем продолжают подготовку к очередному возведению диктатора на трон, с которого он не сходит уже и так более 20 лет. Песков, кстати, отчитался, как себя чувствуют россияне при Путине все эти годы, и рассыпался в комплиментах начальнику. Президент знает, что он делает это успешно, а россияне чувствуют отдачу от этого. И он знает, как и что нужно делать дальше. И россияне верят ему. Латвия начала реализацию масштабного проекта по укреплению границы с Белоруссией и Россией. Известно, что создается уже первая оборонлиния на расстоянии около километра от границы со страной-агрессором, недалеко от погранпункта Терехово. В вооруженных силах Латвии заявили, что на первом этапе роют противотанковые рвы. В Риге ранее заявляли, что на укрепление границ потратят более 300 миллионов евро. План антимобильности, который предполагает создание цепи искусственных препятствий, будет реализован в течение 5 лет. В то же время в украинской разведке заявили, что если Европа не перевооружится, то несколько стран ЕС могут быть оккупированы за 168 часов. Самым большим неизвестным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Украине, они тоже в конце концов окажутся под прицелом России. Россияне захватят страны Балтии за 7 дней. Время реакции НАТО – 10 дней. На Донбассе ликвидирован капитан российского спецназа ГРУ Эдуард Ульман, который был осужден 17 лет назад за военные преступления в Чечне. В частности, в годы Второй Чеченской войны он казнил 6 мирных жителей Чечни, в том числе и беременную многодетную женщину. Об этих военных преступлениях Ульмана в свое время писала Анна Политковская.
Радио «Свобода» пишет, что Ульмана в 2007 году судили за эти преступления. Однако он смог сбежать и все эти годы был в розыске. В то же время издание «Холод» со ссылкой на экс-руководителя общественной организации «Союз военнослужащих. Защита» Сергея Симончука сообщает, что ГРУшник погиб до полномасштабного вторжения. Однако тоже на Донбассе, куда российские войска вторглись еще в 2014 году. Лукашенко сомневается в силах и возможностях своих военных. В Беларуси прошла то ли проверка, то ли тренировка дежурных сил противовоздушной обороны. Специально для нелегитимного согнали всех, и, как сообщает ведомство Хренина, была создана сложная воздушная обстановка с предполагаемыми целями в небе, которые, конечно же, были сбиты настолько быстро, что не поверил даже Лукашенко. Разведка работает хорошо. Информация передается. Ну, молодцы. Одно только. Если это все вот неожиданно, внезапно и честно. Если так, то да. Это не просто впечатляет, а это прилично. Ну, будут результаты объективного контроля, тогда мы окончательно подведем итоги Министерства обороны. Так, Виктор? Так, поэтому у меня одна только настороженность, чтобы это было честно. Внезапная проверка, значит, знают те, кому надо, а остальные работают как в военное время. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогают нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.